Всем привет! Сегодня я решила записать разговорное видео и поделиться с вами последними событиями из своей жизни. Недавно я приняла решение поменять свою жизнь внутри Вьетнама. Я уволилась из компании в Ханое, в которой проработала официально почти 3 года, и переехала жить в Дананг. Почему же было принято такое решение? Для начала краткая предыстория. Я живу во Вьетнаме с 2019 года. Мы переехали сюда вместе с мужем и первым выбрали для жизни Муйне. Небольшой городок на юге Вьетнама, который входит в состав города Пhan Thiet. Пожив некоторое время в Муйне, мы переехали жить в Дананг. Пожив в Дананге полгода, мы переехали жить в Ханой, чтобы найти работу преподавателями английского языка. На тот момент в Дананге было достаточно мало предложений, а поскольку Ханой – столица Вьетнама, там всегда довольно много предложений по работе учителем английского языка. Большую часть времени мы жили в районах Экопарк и Оушен Парк. Эти районы являются наиболее благоприятными для жизни, если вы экспат и планируете жить и работать в столице долгое время. В этих районах не такой грязный воздух и достаточно развитая инфраструктура. Там достаточно большое количество жилых комплексов с квартирами по доступным ценам. Очень много зон для пеших прогулок и достаточно много зелени. Мы сняли хорошую трехкомнатную квартиру в Оушен Парке, имели плотный рабочий график и стабильную зарплату. У меня была оформлена карта резидента Вьетнама или TRC. Это временный ВНЖ, который выдается вам на 2 года с возможностью продления, если вы официально работаете в компании и у вас есть разрешение на работу. У мужа была оформлена семейная виза на основании моего TRC и также было разрешение на работу. У нас была возможность скопить деньги и ездить отдыхать в другие города Вьетнама или летать в соседние страны Юго-Восточной Азии. Казалось бы, чего еще желать? Но постепенно столичный ритм жизни утомил нас. Дело в том, что Ханой достаточно крупный город. Это один из самых крупных мегаполисов Юго-Восточной Азии с численностью населения более 9 миллионов. По моим личным ощущениям, в городе проживает смело все 10 миллионов вьетнамцев с учетом приезжих вьетнамцев из провинции и туристов. Город очень крупный и состоит из 16 уездов. Соответственно, чтобы добраться из условной точки А в точку Б, нужно преодолеть немаленькое расстояние. В столице Вьетнама нет развитой системы метро, поэтому перемещения по городу стали очень сильно изматывать со временем. Муж обычно ездил на байке, я же добиралась в разные локации на общественных автобусах, поскольку я не умею водить байк. Мы жили достаточно близко к школам, где мы работали. Расстояние от Оушен Парка до наших школ было примерно от 8 до 15 километров. По меркам Ханоя это считается недалеко. Но представьте, если вы работаете 6 дней в неделю, вам каждый день нужно добираться до работы на общественном автобусе либо на байке. С учетом бесконечных пробок в городе и очень плотного трафика, такой ритм жизни начинает очень сильно изматывать со временем. В Ханое достаточно плотная застройка. В городе достаточно много жилых комплексов с высотными домами и также очень много малоэтажной застройки, где дома очень плотно прилегают друг к другу. В городе есть парки и озера, и есть также река, но река достаточно загрязнена и вдоль нее нет никаких набережных для прогулок. В городе очень много трасс и автомобильных магистралей. С учетом очень плотной застройки возникает ощущение достаточно скучного города с небольшим количеством зелени. Еще один минус Ханоя – достаточно плохая экология в городе. По данным приложения IQ Air, качество воздуха в Ханое колеблется от 70 до 200. В среднем этот показатель от 150 и выше. За несколько лет жизни в Ханое это стало сказываться на физическом здоровье. Я стала быстрее утомляться, стала чувствовать странную физическую усталость при нормальных показателях здоровья. У меня начались небольшие проблемы с респираторной системой. Прибавить ко всему этому стабильный рутинный график дом-работа 6 дней в неделю, без возможности выехать из города. Ближайшие интересные локации Ниньбинь и бухта Халонг находятся в часах в 3 езды от Ханоя. Да, конечно, мы могли брать дополнительные выходные дни и выезжать из города, но когда ты работаешь преподавателем постоянно, ты достаточно сильно выматываешься. И даже если у тебя выпадает несколько дней выходных, ты предпочитаешь отоспаться дома и провести время в городе. Например, сходить в центр города погулять, либо просто погулять по району. Сил на то, чтобы ехать куда-то еще, просто не остается. Тем более, что расстояние до ближайших интересных локаций не такое близкое, и нужно выделять минимум 4, а то и 5 дней, чтобы просто съездить, развеяться, например, в Ниньбинь или в бухту Халонг, или, допустим, в Сапу, на север Вьетнама. И самая главная причина нашего переезда. Мы поняли, что мы оба устали от преподавания. Особенно выгорела я, поскольку я проработала преподавателем
практически 4 года нон-стоп без перерывов. У меня было всего несколько месяцев отпуска за все время работы, поскольку во Вьетнаме не принято брать длинные отпуска в течение года. У моего английского центра, где я работала официально, также не было летних каникул и была наиболее интенсивная нагрузка именно летом. Поэтому приходилось работать круглый год и брать отпуск лишь иногда. В результате стало складываться ощущение, что мы живем какой-то не своей жизнью. Стабильный рутинный график, дом-работа, бесконечные расстояния, загрязненный воздух, который стал влиять на физическое здоровье. На самом деле Ханой хорош по-своему. Это отличный город для старта жизни во Вьетнаме и поиска работы. Я обязательно расскажу о его преимуществах в одном из своих следующих роликов. Просто в нашей ситуации минусы перевесили плюсы. Взвесив все за и против, мы приняли решение вернуться жить к морю, и мы выбрали Да Нанг. Мы полюбили его сразу, как только приехали сюда в первый раз. Помимо смены города, мы решили поменять свою сферу деятельности. До локального преподавания во Вьетнаме я работала онлайн. Занималась наполнением, оптимизацией и продвижением сайтов. Мой муж профессиональный музыкант, и сейчас он развивает свой музыкальный проект и выступает в Да Нанге. Итак, в чем же преимущество Да Нанга перед Ханоем и остальными городами Вьетнама? Морской климат и хорошее качество воздуха. Да Нанг – портовый морской город. Помимо прекрасной морской набережной, в Да Нанге есть река, которая условно разделяет город на две половины. Весь город окружен горами, а полуостров Санча является национальным природным заповедником. В городе огромное количество зелени, поэтому после Ханоя здесь дышится особенно легко. Развитая инфраструктура. Весь город спроектирован так, что его можно обойти пешком. В Да Нанге есть несколько красивейших мостов через реку, по каждому из которых можно гулять. Множество тротуаров без бесконечно гоняющих по ним байков. Набережная для прогулок, широкие проспекты. Такая планировка не свойственна большинству городов Вьетнама. Она больше напоминает европейскую планировку, из-за чего очень многие иностранные экспаты выбирают именно Да Нанг для постоянной жизни. Маленькие расстояния. Да Нанг – город-миллионник и считается пятым по величине городом Вьетнама. Однако он довольно компактный, и здесь можно переместиться из одной локации в другую за считанные минуты, особенно если у вас есть байк. Такси также стоит недорого. Много достопримечательностей вокруг. Да Нанг омывается морем, и пляж Микхе считается одним из самых красивых в Юго-Восточной Азии. На полуострове Санча водятся милые обезьянки, и есть знаменитая пагода Лин Ун. Совсем рядом находится город Хаян с красивейшим историческим центром, а для любителей более уединенного отдыха есть Чамские острова. Также за пару часов на поезде можно добраться до Хюэ, исторического города Вьетнама, который в течение нескольких столетий был столицей страны и сегодня включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Ханой до каждой более-менее привлекательной локации нужно было добираться часами. Здесь же вы можете в течение получаса добраться до красивых достопримечательностей. Work-life balance. В Да Нанге невозможно только работать. Вся атмосфера вокруг располагает заниматься собой, спортом, созерцанием природы и наслаждением морскими просторами. Здесь хочешь не хочешь, а баланс между работой и отдыхом обязательно найдешь. Именно за этим мы и переехали сюда. Мы поняли, что жить только в режиме дом-работа для нас недостаточно. К тому же, одной из целей переезда во Вьетнам была жизнь возле моря и природы. Жизнь в Ханое очень напоминает жизнь в наших городах-миллионниках, с большим количеством многоэтажек, транспорта, пробок и интенсивным ритмом жизни. Нам же в итоге захотелось чего-то более аутентичного и спокойного. Вот такой получился ролик, немного о личном и с описанием минусов Ханоя и преимуществ Да Нанга. Спасибо, что досмотрели его до конца. И напишите, пожалуйста, в комментариях, бывали ли вы когда-нибудь в Ханое или Да Нанге и какие у вас остались впечатления от этих двух городов. Всем пока, до новых встреч!